Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить вашему вниманию вот такую прекрасную ажурную модель для гардероба любой женщины. В принципе, на любой возраст, на любой размер, свободная, струящаяся, удлиненная, очень женственная. В общем, одним словом, красивая модель, такой модный современный образ деловой женщины. Я бы так характеризовала бы. Кстати, я заметила одну особенность этой модельчики, девочки. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Здесь каким-то немыслимым образом сочетаются черты деловой современной дамы и нежной, изысканной леди, понимаете? Вот, не знаю, вот мне прям так вот кажется. Для лета очень прекрасный выбор. Вяжется несложным узором. Здесь сочетаются два узора. Более детально мы, конечно, остановимся на этом чуть позже. Будем вязать сегодня с вами целых два узора, да. Рассмотрим внимательно схему. Описание буду я сегодня составлять на много размеров, с 44 по 54 размер. Рассматривать будем сегодня данную моделечку. Ну и, как всегда, подробнейшим образом разберем все детали, все моменты вязания этой модельки. Начинаем мы всегда с выбора конкретной пряжи, спиц, да, то есть мы рассчитываем с вами плотность и на основе этой плотности строим свои дальнейшие расчеты. Описание, как всегда, я выкладываю под видео. Всем, кому данная модель нравится, все, кто со мной согласен и оценил ее преимущества, я думаю, что средний уровень мастерства понадобится мастерицам, чтобы освоить такую модельчику, связать. Вот я вам приближаю, видите, павлиний хвостик здесь четко прослеживается. Здесь пряжа такая, видите, она немного твидовая, да, но у меня будет однотонная пряжа участвовать в вязании. Я думаю, что рыжеватый такой оттенок у нее, очень эффектная пряжа, цвет очень модный, в общем-то приятный и яркий для лета, что немаловажно. Подходит как темненьким, так и светленьким женщинам, дамам. Поэтому, мои хорошие, давайте с вами продолжим мастер-класс. Всем, кому не безразлична данная модель, остаемся со мной и смотрим мастер-класс до конца. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого жакета я выбрала пряжу Газал Baby Cotton. 50 грамм, 165 метров, цвет 34-54, и состав у нас 60% хлопок, 40 акрил. Хорошая ниточка средней толщины, посмотрите, отлично скручена, вязать очень удобно, она очень комфортная такая в вязании. Спицы будем использовать, девочки, 3,5 у нас. И вот так выглядит узор. Здесь связано, получается, 2 раппорта в ширину и, в общем-то, 1,5 у меня, ну, тут, в общем, несколько узоров, вы видите, да, ромбик, 1 раппорт в высоту связан, затем идет вот этот узорчик, так называемый павлиний хвост в центре, и опять идет ромбик ажурный. То есть я связала, получается, 2 узорами, вот 3 раппорта у меня. И это вот так смотрится. Очень, мне кажется, красивый, интересный узор. Классная комбинация. То есть вот этот ромбик, переходящий
вот эти красивые капельки павлиньего хвостика. В общем, девочки, оригинальная, так скажем, получается дизайн модельки. И я думаю, что вы тоже его оцените по достоинству. Итак, давайте с вами сейчас будем рассматривать схемы этих двух узорчиков. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт я выделил красным, девочки. Это планочка у нас платочная вязка, вяжется внизу, вот здесь показано, да. Высота у нас планочки в моем описании это 4 сантиметра. И далее переходим на вязание узоров. Посмотрите внимательно. Значит, у нас здесь с вами будет узорчик. Сейчас я, наверное, все-таки увеличу, чтобы вам было удобнее потом вязать. Делайте, девочки, скрин экрана. Смотрите, значит, первый узор ажурный ромб, я его назвала, 22 ряда в высоту, 17 петель в ширину, занимает раппорт узора. Второй узор, павлиний хвостик, вот он начинается отсюда, он белый, то есть этот какой-то желтоватый выделен раппорт, а здесь беленький, и он очень тоже простой, здесь одинаковые ряды, в принципе, узорные вот эти, одни и те же действия мы делаем, да, и 10 рядов у нас в высоту, и тоже 17 петель в ширину, раппорт узора. То есть вот эти два узора, эти два раппорта, они у нас будут повторяться из раза в раз. Там, по-моему, 3 раза мы повторяем их, потом идет опять ажурный ромбик, и далее до конца снизу вверх вяжем, да, и до самых плеч вяжется уже просто павлиний хвост, вот этот узор, сколько там останется рядов. Довольно удлиненная модель, да, вы видели. Я еще хотела вам показать расшифровку вот этих вот наших с вами не совсем, может быть, понятные вот эти вот условные обозначения, да, здесь вот они, посмотрите, показаны. Очень классно, здесь все понятно, да. И когда мы будем вязать, я, в принципе, тоже нарисовала для себя, как это по-нашему, да, на наше восприятие расшифровать вот эти все значки. Смотрите, мои хорошие. Ну, конечно, мы каждый будем с вами ряд провязывать, но все-таки часто требуется дополнительные. Кто-то не любит вязать по вязанному, да, а предпочитает вязать по схемам. Так вот, для вас, значит, условное обозначение выглядит следующим образом. Пустая клеточка – это лицевая петля. Этот знак 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и зеркальный – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек – это накид, и вот такая наклонная линия – это тоже лицевая. Это тоже лицевая, девочки. Вот такая особенность. Вот этот знак. Это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, и с 2 сторон от него накиды идут. Ну и этот я вам уже показала, да. В принципе, это вот то же самое, да, как и здесь. Вот он, расшифровка вот этих значков. То есть это 3 раза подряд по 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид лицевая и так далее. А здесь наоборот, зеркально. Все, с этим мы с вами разобрались. Далее идем. У нас есть еще одна схема. Значит, у нас будет с вами вот такая еще схема, которая по V-образному вырезу горловины будет у нас. Вот посмотрите. V-образный вырез горловины у нас. И здесь вот такой вот по 2 петли крайних закрытия идет. У нас очень похоже совпала схема. У меня тоже 44 ряда в высоту вырез горловины, да. И здесь вот, в принципе, для первого размера мы попадаем тютельку в тютельку. В принципе, можно воспользоваться. Расположение узоров такое же. Надо воспользоваться для первого размера 44-46. Эта схема идеально, можно ей воспользоваться, девочки, для ваших убавок по вырезу горловины у полочек. Понятно, да? Делайте скрин, пожалуйста. Далее, выкройка. Давайте сразу на выкройку. Вот такая выкройка. Смотрите. Значит, здесь тоже у меня на 44-46 размеры совпали, и даже петли совпали, что очень редко бывает для японских моделей. 104 петли по низу набираем и 53 петли тоже по низу у полочки. Понимаете? Очень
редкое совпадение. Все более детально по этой выкройке мы будем с вами во второй части мастер-класса рассматривать. Я вам рассказывать буду, откуда взялись эти петли, как применить вертикальную плотность, сколько петель приходится на вырез горловины, сколько петель на плечи, как сформировать V-образный вырез горловины, да, как расположить узоры. Часто возникает самый существенный вопрос в описании всегда, как расположить узоры. Я вам детально там все рисую, девочки, схематично, рапорты рисую, где что добавить, где что убавить. В общем, смотрите мастер-класс до конца. Все там я очень подробно разбираю. Итак, ну и после всего этого у нас идет с вами, составляется описание. Описание я всегда вот таким образом потом, значит, делаю, набираю, значит, в Word и выкладываю под видео, да, для вашего удобства. Размеры у нас с вами 44, 46, 48, 50, 52, 54. В данном описании будут участвовать. Длина изделия довольно такая длинная, 72,5, то есть это удлиненная моделька. И описание, девочки. Вот это все попетельное, как я и сказала, откуда они берутся, эти петли. Во второй части видео смотрите. После того, как определяем плотность, приступаем вот к этим детальным расчетам. Так, выкруг я вам показала. Узоры вы увидели, как чередуются, да? Там все это выделено. То есть желтоватый узор – это ромб ажурный, и белый – это павлиний хвост, узорчик наш. Так, все это вы почитаете, зачитывать я, естественно, не стану. И по сборке. Значит, после того, как мы сделаем с вами плечевые швы, нам необходимо будет крючком. То есть здесь желательно уметь пользоваться крючком, но это не критично. Если вы не умеете пользоваться крючком, то вы, пожалуйста, можете спицами, да, поднять петельки, а обвязать значит, боковые наши по полочкам, боковые стороны, вырез горловины обвязать спицами. Круговые спицы возьмите. Так, а здесь, в общем-то, это вот я, конечно, здорово написала. Это из старой модельки. Смотрите, обвязать крючком боковые стороны каждой полочки и вырез горловины. Да? На правой полочке предусмотреть прорези для двух пуговиц, как на схеме. После этого вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. И я вам пока... швы рукавов у нас их нет. Выполнить боковые швы. Все, у нас рукавов нет, тоже из старой модельки. Так, и смотрите, что касается отделка плана. Смотрите, вот так увеличиваем. Вот схема обвязки вот внизу крючком. Видите, первый ряд у нас идет столбики без накидов. И второй ряд столбик сочетается столбик без накидов, воздушная петля, столбик без накидов, воздушная петля. Третий ряд то же самое. Здесь же предусмотрено прорези для пуговиц. Вот они у нас идут. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 также столбика без накидов предыдущего ряда, и над ним вяжем 3 воздушные петли, это прорези для пуговиц. Да? То есть 3 ряда у нас идет обвязки крючком, и вот они здесь на схеме схематично изображены. Очень легко. Вот эта планочка, как у нас обвязывается, здесь показывается. Да? Видите, на правой полочке по прорези для пуговиц предусмотрены. Ну и вот так обвязочка. Вот таким образом. Ничего сложного, в принципе, здесь нет, да? Так, ну и давайте теперь, мои хорошие, приступим к вязанию образца, наконец-то, да? Все. Девочки, для вязания образца набираем 36 петель. Я буду вязать 2 раппорта. По 17 петель каждый раппорт у нас. И, в общем-то, 2 кромочные. Итак. 36 петелечек набираем. Обычным способом я набираю. Это образец. Конечно, здесь у нас будет платочная вязка, планочка впереди еще. И только после этого мы перейдем на узор. Но платочную вязку я показывать не буду, как вязать. Это каждый умеет.
Итак, набираем с вами 36 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и так далее. Начинаем сами. 7, 8. Продолжаем. Итак, вяжется у нас узорчик. Лицевая гладь, 5 лицевых. Итак, первый кромочный вяжем лицевой. И далее начинаем раппорт. 5 лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая. Затем вяжем накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Связали один раппорт. Второй раппорт у нас вяжется точно так же. То есть 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Связали второй ряд и все последующие ряды четные будем вязать изнаночными петельками. Накиды тоже изнаночным вяжем. Третий ряд вяжем следующим образом. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 3 лицевые по центру. Раз, два, 3. Снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид по центру 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. И кромочно вяжем изнаночной. Пятый ряд. Сейчас буду показывать один раппорт, второй, девочки, самостоятельно начинаем вязать. Он такой же, как вы поняли. 3 лицевые. Раз, два, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. По центру 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Раз, два, 3. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем самостоятельно. 7 ряд. Вяжем 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Раз, два. Раппорт связали.
Такой же раппорт повторяем. Вяжем 9 ряд, девочки. Итак, у нас первая идет лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 лицевые. 1, 2. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. У нас с вами 11 ряд раппорта. Вяжем лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Связан раппорт узора. Теперь повторяем второй раппорт. Также у нас с вами 13 ряд нашего узора. Вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 3 вместе лицевой вяжем по центру с выделением центральной петли. Для этого я первые и вторые петельки меняю местами так, чтобы у меня первая петля оказалась за работой, вторая поверх нее накидываю вот так. И все 3 петли вместе вяжу одной лицевой. Не забываем делать еще один накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Такой же раппорт повторяем. 15 у нас с вами ряд. Мы будем вязать с вами, начинаем 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру у нас 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. 17 ряд. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора. Точно такой же раппорт повторяем. 19 ряд. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт. Повторяем точно такой же раппорт. 21 ряд вяжем.
6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, лицевая, 2 вместе и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, девочки. Меняю первые, вторые петельки местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжем 3 вместе одной лицевой. Затем вяжем лицевую, накид. И далее вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт. Точно такой же раппорт повторяю. Итак, у нас с вами связался целый раппорт нашего узора номер 1. И сейчас мы будем с вами вязать узор номер 2, 10 рядов в высоту. И там, в принципе, одинаковые такие получаются у нас телодвижения. Сейчас сами поймете. Так, у нас 1, 2, 3, 5, 7 и 9. Так, 10 рядов. Здесь, в общем-то, такая особенность. Вяжем первый ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. 1. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Итак, связали так 3 раза. Теперь вяжем. Затем делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая по центру, снова накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Далее вяжем. Также, значит, сейчас 6 петель у нас будут по 2 лицевые, только теперь с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. На этом раппорт узора закончился. Один раппорт. Второй раппорт вяжем также. 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1, 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3. Затем делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая по центру, снова накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И 6 петель оставшихся вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. Кромочная и изнаночная. Итак, связали первый ряд раппорта. Переворачиваем вязание и вяжем все петли изнаночными. Третий ряд у нас с вами нашего узора вяжутся все петли лицевыми. Все до одного вяжутся лицевые петельки. Весь раппорт узора. Вяжем самостоятельно, не имеет смысла это показывать, да? Четвертый ряд у нас все петли изнаночные. Встречаемся в 5 ряду. 5 ряд показываю вам, девочки. 5 ряд. Он такой же, как первый. И у нас сейчас будет 9 ряд, он будет такой же, как первый. Смотрите. Один раппорт покажу, потом самостоятельно. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3. Затем делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. Связали раппорт узора. Такой же раппорт
Повторяем. 7 ряд у нас с вами вяжут все петли лицевые. Так, самостоятельно вяжем все петли лицевые. 1, 2, 3, 4, то есть весь раппорт. Вяжем самостоятельно до конца. Теперь 8 ряд у нас все петли изнаночные. И вставами вяжем 9 ряд. 9 ряд вяжем такой же, как и первый, как и третий. Ой, как и первый, как и 7, вот 9 наступил, да? Как и 5, то есть все перепутала. Линеечка закрывает схему. Так, 9 ряд то же самое. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3. Затем делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая по центру, снова накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И далее 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. И раппорт связан. И точно такой же раппорт повторяем. 10 ряд у нас все петли изнаночные. На этом раппорт заканчивается. Все повторяется опять с 1 ряда. Делаем, девочки, влажную тепловую обработку образца горячим паром. Вот так я обдаю наш образец и тяну его в разные стороны энергично. Вправо-влево, вверх-вниз. Надо нам сейчас после этой растяжки обратить внимание на края. У нас будут активно участвовать и наши кромочные петельки в расчете плотности. Поэтому мы тоже края отпариваем тоже, чтобы красивый край был. Так, и вот после всего этого оставляем сохнуть наш образец. Итак, девочки, наша задача сейчас сделать расчет плотности, линеечку нашу. Так, выпрямляем наш образец, укладываем его вот так свободненько и начинаем измерение. Линеечка. И измеряем с вами ширину образца. У нас тут вот есть места пошире, есть места поуже. Места пошире 18,5, а здесь 18. Я все-таки склонна к 18 сантиметрам. Итак, еще раз третий сейчас измерю. Но все-таки 18. Итак, мои хорошие, 18 у нас сантиметров и 36 петель набирали. Делим на 18. Ровно 2 получается цифра. Давайте напишем, что в 1 сантиметре у нас получилось с вами 2 петли умещается. Это у нас получается плотность по горизонтали. И теперь вертикальная плотность. Лежит наш образец, прикладываем также линеечку и меряем. Надо же, 18,5. Тут вот явно 18,5. Теперь считаем, сколько рядов у нас связано. Итак, у нас был связан один раппорт 22 ряда, второй раппорт 10 рядов прибавляем, и третий раппорт, я его начала вязать и не довязала, в общем 13 рядов здесь. И в итоге 45 рядов всего, и это надо поделить на 18,5 сантиметров. Получаем 2,4. Вот такая у нас с вами замечательная плотность. И запишем все это дело. В 1 сантиметре 2,4 ряда умещается. Теперь эти цифры нам понадобятся в дальнейших расчетах. Смотрим выкройку.
Итак, мои хорошие, вот у нас такая будет выкройка для нашего жакетика. Смотрите, значит, у нас получается чередование наших узоров. То есть то, что мы вязали с вами первый узор ромб на 22 рядах. Вот он выделен у нас. Здесь, наверное, плохо на камере видно. Но вот он широкую полосочку имеет. Затем идет у нас раппорт на 10 петелька, на 10 рядах. Он узенькая полосочка. И он, в принципе, здесь немножечко оттенен. То есть серенькие вот эти полосочки широкие для ромба, они вот так чередуются. Начинается у нас с планочки 4 сантиметра. Будет высота планочки, и далее пошли чередоваться узоры. Я измерила наши узоры. Получилось у меня по 9 сантиметров широкая полосочка, 4 сантиметра узкая. Опять 9 широкая, 4 сантиметра узкая. То есть узор ромб занимает 9 сантиметров, а узор павлиний хвост занимает 4 сантиметра в высоту. Вот, и я их чередую, и заканчивается все тем, сколько полосочек, сколько у нас, в общем, заканчивается все павлиним хвостиком узором, и сколько останется рядов, столько, в общем-то, и получится. Вот. Всего длина у нас изделия 72,5. Будем руководствоваться той выкройки и теми мерками, которые нам здесь приводятся. То есть это довольно удлиненная модель. Вот. И по высоте, если мы рассмотрим с вами нашу вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,4 ряда, то мы с вами сантиметры должны умножить на эту плотность. Давайте умножим 72,5 умножить на 2,4 плотность. Мы получим 174 ряда всего длина изделия вместе с планкой и с узорами. Вот так. Подробная инструкция по вязанию у меня будет выложена под видео. А сейчас я с вами буду более детально разбирать, сколько петель набираем, как я их получаю, из чего исходит все это дело. И в итоге сколько на вырез горловины, плечи, тоже посчитаем петельки, да. То есть вот таким образом сейчас с вами будем распоряжаться нашим временем мастер-класса. Смотрите, значит, начинаем со спинки и начинаем с ширины. Значит, на 44-46 размер, ширина будет 52 сантиметра. На следующий размер у нас идет 48-50, ширина будет 58 сантиметров. И на 52-54 размер, ширина 62,5 сантиметра в спинке. В петельном эквиваленте мы эти сантиметры, эту ширину спинки умножаем на 2 и получаем петли. На 2 это наша плотность. То есть сантиметр, в 1 сантиметре 2 петли, соответственно, получаем количество петель. Итак, 52, первый размер на 2, это 104 петли. Да? Второй размер у нас идет 58, тоже на 2, это 116 петель. И третий размерчик у нас 62,5 сантиметра умножить на плотность 2, это 125 петель. Теперь распределяем узоры на эти петли. Схематично я часто рисую вот такие вот, представьте, что это ваш наборный ряд. Итак, для нашего первого размера в 104 петлях умещается 6 раппортов. Как я это определила? Я 104 поделила на 17 петель в раппорте. У меня получилось целое число 6. 6 раппортов у нас умещается. 6 на 17 это 102 петли плюс 2 кромочные. Вот отсюда взялись наши 104 петли. Понятно. Так, теперь второй размерчик у нас, где 116 петель участвует. Ну, здесь, в общем, девочки, также, если мы 116 будем делить на 17 петель, число петель в раппорте, получим тоже 6 целых раппортов. То есть добавлять мы будем с вами недостающие петли лицевыми, лицевой гладью. Никак по-другому не получается. То есть оставляем те же 6 целых раппортов по центру, но справа и слева
симметрично добавляем по 6 лицевых петель. Ну и плюс кромочные. Понятно, да? Вот я изобразил. Начинать будем с 6 лицевых, затем 6 раппортов по 17 петель, да, и заканчивать тоже 6 лицевыми и, соответственно, 2 кромочные. В сумме 116 петель получается. В узоре, получается, будет также задействовано 104 петли. Так, для 52-54 размера у нас умещается 7 раппортов. То есть, смотрите, 125 петель поделить на 17 петель в раппорте. 7 целых раппортов умещается. 7 на 17 это 119 петель в узоре задействовано. И нам не будет доставать некоторого количества петель. То есть у нас, если к 119 добавить еще 2 кромочные, 121, то есть 4 петли не хватает, да, до 125. Ну, я предлагаю также лицевые петельки добавить справа и слева по 2 петли, да, то есть плюс 4 еще. Лицевые будет 125 петель, которые нам и нужны для нашего размера. И схематично это будет выглядеть точно так же, только 7 раппортов по центру. И здесь с краю не по 6 лицевых, а по 2 лицевые. Ну и кромочные. В сумме 125 петель. Вот распределили узоры на спинку. Теперь обращаем наше внимание на полочку. Ну по вырезу горловины я не сказала у спинки. Здесь я решила, здесь стоит родной размер 16 сантиметров, но на мой взгляд это слишком, наверное, узко. Я взяла 18 и 17, 18 и 20 сантиметров на наш размер, на 3. То есть это также 17 умножить на 2 это 34, 18 на 2 36 петель и 20 на 2 это 39 петель, потому что здесь нечетное число должно быть. У нас участвует в наборе 125 петель на 3 размер. И здесь тоже должно быть нечетное, чтобы на плечи получилось равное количество петель. И плечи мы считаем, понятно когда, из общего числа наборных петель отнимаем вырез горловины. И то, что остается, делим на 2. На примере первого размера я показываю 104 петли. Отнимаем 34 петли вырез горловины, получаем 70 петель на плечи. Делим на 2 плеча, каждое плечо занимает 35 петель. Аналогично я посчитала и другие размеры. Получилось 40 и 43 петли на 2 и 3 размер. Итак, теперь, значит, на полочку. Давайте правую полочку рассматривать. Смотрите, у нас здесь V-образный вырез горловины. Но вначале начнем с того, что чередовать полосы и узоры будем совершенно так же, как и по спинке. Также у нас планка 4 сантиметра и далее идет чередование узоров. Вот. И, значит, на количество петель, какое у нас с вами будем здесь набирать, значит, берем по половинке, как обычно, это на полочку берется, да. Планка там будет очень узкая, небольшая, обвязываться крючком она будет. Поэтому 104, если поделить на 2, то есть это 52 петли надо, у нас получается 53 петли. Сейчас объясню, как расположить узоры. Смотрите, я здесь вот схематично рисовала. У нас 3 раппорта получается на 44-46 размер по 17 петель. Это 51 петля в узоре задействована. Плюс 2 кромочные, и в сумме это 53 петли. Да, понятно? Вот я расположила это все дело. 3 раппорта и 2 кромочные. Все. Второй размер у нас мы делим с вами на 2 тоже так же. То есть 116 поделить на 2. В общем, у меня, девочки, здесь получилось 59 петель. И расположила я узоры следующим образом. Также у меня идет по центру, значит, 3 раппорта по 17 петель. Задействовано в узоре 51 петля. И недостающие петли, у меня тут кромочные еще, да, то есть 51, то есть 53 петли задействованы, осталось 6 петель. И я их также лицевой гладью компенсирую. 3 лицевые справа, 3 лицевые слева. То есть расположение узоров будет вот таким на полочке. Симметрично. 3 лицевые здесь, 3 лицевые, и по центру узор на 3 раппортах по 17 петель. Понятно. Дальше.
И третий размер у нас 63 петли на полочку набираем. То есть тоже половинку берем от 125, да. И как распределяем узоры. Здесь у меня вот такой расклад, девочки. Правая полочка. Смотрите, начинаем с 2 лицевых. 3 раппорта подряд по 17 петель. То есть задействовано в узоре будет 51 петля. И у нас с вами 63 петли. И в общем... Еще если плюс 2 кромочные, то остается 8 петель незадействованных. Я посмотрела внимательно на нашу схему и решила, что лицевые петли это слишком, наверное. Ну хотя со спинкой там будет все чередоваться. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Я предлагаю, либо вы продолжите узор. Это ровно половина узорчика у нас получается здесь 8 петелек. То есть вот вы связали 3 раппорта, да, и можно еще половину раппортика добавить, да, то есть как бы можно его вот так условно разделить. Вот у нас 8 петель от черточки до черточки, видите? Вот, то есть можно как бы продолжить раппорт, половинку 4-го раппорта связать, либо тоже лицевая гладь, на ваше усмотрение. Но мне кажется, лицевая гладь 8 петель это слишком много, будет бросаться в глазах. Вот эта пустота. Может быть, все-таки лучше связать еще половинку 4-го раппорта, то есть продолжить вязание. Ну, смотрите там сами, на свое усмотрение. Я буду писать, что в узоре будет задействовано 51 плюс 8. То есть 59 петель это 3,5 раппорта. Вот так. Будет задействовано на 52-54 размер. И, в общем, далее, теперь давайте с вами сконцентрируем свое внимание на вырезе горловины. V-образный вырез горловины. С учетом нашего размера плеча и наборных петель, получается, на вырез горловины будет приходиться 18, 19 и 20 петель в зависимости от размера. Высота выреза горловины у нас от края мы меряем 54,5 сантиметра и начинается вырез горловины. Его высота составит 18 сантиметров. Высота выреза горловины, я имею в виду. И в петельном в ряды перевела это 44 ряда. Как я перевела в ряды 18 сантиметров? Смотрите. 18 сантиметров я умножила на нашу плотность по вертикали. Мы ее с вами определяли. В 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот эти 18 сантиметров умножить на 2,4 плотность по вертикали составили 43 ряда. Всегда пишется четное число, то есть 44 ряда. Вот так распределились у нас с вами ряды. То есть высота нашего скоса, образно говоря, будет составлять 44 ряда. И нам надо на этих 44 рядах равномерно убавить вот эти петли. Для этого я 44 поделила на 18 и, скажем так, в каждом втором ряду делаем убавки, девочки, в каждом втором ряду. И все, что остается, просто вяжем как есть, по прямой, да, до высоты спинки. В нашем случае 174 ряда. Я также определяла по плотности вертикально 72,5 общая длина изделия сантиметров. И мы умножаем 72,5 на 2,4 плотность по вертикали. То есть 72,5 на 2,4 это будет 174 ряда. Вся длина изделия вместе с планкой, с узорами, все вместе. Поэтому получается у нас вот такой расклад. То есть мы вяжем с вами от планки до выреза горловины 130 рядов, задействовано в узоре, да? Затем начинаем делать убавки. У нас есть схема, родная схема из японского журнала, которая показана, как можно сделать эти убавки. Но она подходит только для первого размера. То есть вообще вот это все составляется только на один размер, на наш с вами, 44-46. Да? Я же сделала более расширенные
количество размеров, то есть до 54 у нас с вами делается описание. И там немножечко это будет по-другому выглядеть, вот этот скос формироваться. То есть хотите, вяжите по схеме, которую я вам в мастер-классе показала, да? Хотите, делайте, как я вам советую, просто в каждом втором ряду делайте аккуратные убавочки, по 2 петли вместе провязывайте, да? Все нормально у вас получится. Там, в принципе, также советуется. Там, кстати, даже высота вот этого скоса такая же, совпала, да, плотность у нас тоже 44 ряда, представляете? Так, и, в общем, после того, как мы все это свяжем, будет обвязка крючком. Схемочку вы тоже видели, как крючком. 2 пуговички у нас предусмотрены вот здесь у планки. Вот. Планочку обвяжете крючком, то есть по боковой стороне полочки, по вырезу горловины, по спинке тоже вырез горловины. Везде одинаково обвяжете по схеме крючочком. Я не показываю, как это делать. Я думаю, что не все умеют вязать крючком, и вы придумайте какую-то свою обвязку. Возможно, вы просто сделаете там несколько рядочков платочной вязки, да, наберете. Можно просто столбики без накидов связать, кто умеет все-таки вязать крючком, обвязочку сделать 2-3 ряда столбиком без накида. То есть здесь вот эта отделка, это на ваше усмотрение, это несущественно. Схема у вас будет приведена, кто умеет вязать крючком, и вы все это дело сделаете. Изделие все-таки требует какого-то уровня уже подготовки вязальщицы, да, то есть это не самая простая модель, я бы так сказала, средний уровень мастерства. И я думаю, что вы и без моих вот этих вот подробнейших каких-то моментов отделки справитесь сами, самостоятельно, девочки. Поэтому я не буду заморачивать вам голову. Всегда в вязании приветствуется именно творческий такой подход, творческий потенциал. Надо задействовать свой, ну, я считаю, это очень важно. Творческую составляющую никто не отменял. И, собственно, это самое интересное, на мой взгляд, в вязании. Когда ты включаешь свою фантазию и создаешь своими руками, да, что-то такое необычайно прекрасное, необычайно красивое. То есть как картину рисует художник, так вы в своем изделии прилагаете свою творческую фантазию и рисуете эту картину только спицами и крючком. Ну, в общем, на этой позитивной ноте, мои хорошие, я заканчиваю данный мастер-класс. Я думаю, модель достойна внимания вашего. И я думаю, что любая вязальщица захотела бы иметь в своем гардеробе такую прекрасную, интересную летнюю модель. Я желаю вам удачи, мои хорошие, и до новых встреч.